Добрый день, меня зовут Виктор Сергеевич, и я сегодня хотел бы с вами поговорить о своем личном опыте знакомства с таким рассказом, как «Сон смешного человека» Федора Михайловича Достоевского. Когда мы выбираем, как провести досуг, мы всегда стремимся подобрать что-то наименее нас утомляющее, что-то такое, чтобы нас развлекало одновременно. И это совершенно естественно, это понятно. Обычно мы в свободное время встречаемся с друзьями, смотрим фильмы, например, или слушаем музыку. И, как правило, сюда не входит, потому что преодоление страниц требует умственной концентрации, значительного времени. Вы знаете, это просто может быть не очень весело, если вы читаете что-то такое очень серьезное. Но в то же время именно чтение, как мне кажется, в наибольшей степени оказывает влияние на образование человека, на формирование его мировоззрения, на культуру его речи. Я именно поэтому хотел бы остановиться сегодня на небольшом рассказе. Знаете, вот вообще у многих русских писателей есть небольшие рассказы, очень красиво написанные, очень увлекательные. Их еще за рубежом объединяют в отдельные сборники и продают под названием Short Stories. И я вообще в целом планирую в будущем снимать видео про вот такие небольшие рассказы, которые не занимают много времени, не отнимают сил, но в то же время дают вам представление об основных чертах творчества писателя, о его стиле написания книг. Я прочитал все произведения Достоевского. Это один из моих любимых писателей. Так вот, «Сон смешного человека» — это мое любимое произведение Федора Михайловича Достоевского. Никто не станет спорить с тем, что Достоевский — это уникальное явление русской жизни. Это писатель, творчество которого предопределило направление развития русской литературы, как писали Иван Александрович Ильин и Николай Александрович Бердяев, русские философы. Достоевский — это национальный гений, который опередил в значительной степени свое время. «Сон смешного человека» — это квинтэссенция всего творчества Достоевского. Возможно, не всем из нас хватает времени из-за повседневных забот взяться за чтение таких крупных произведений писателя, как «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание», «Записки из мертвого дома». Крупные труды Достоевского показывают нам образы святых старцев, политических заговорщиков, душевнобольных, людей, ищущих правды. А вот «Сон смешного человека» нам представляет такой унифицированный образ, который не содержит никаких конкретных черт, он довольно размыт. И я думаю, что это при чтении позволяет человеку ассоциировать себя с главным героем и переносить то, что он читает на страницах этого произведения, на свою жизнь. Повествование ведется от лица смешного человека, он прям так себя и называет. Это молодой человек, который прежде был очень в себе не уверен, который все подвергал сомнению, который испытал, можно сказать, свою ничтожность сполна. Постепенно он устает от этой безинтересной жизни и однажды просто решает покончить с собой. Вот он уже совсем приготовил револьвер, хочет застрелиться, и вдруг неожиданно засыпает. Вот этот сон и дарит ему смысл и цель жизни, возвещает ему истину. Он не боится уже больше маленьких помех, неурядиц, не боится жить. Он даже так и удивляется, как же могло так получиться. Он честно, добросовестно жил среди людей, и все, к чему он сумел прийти, это мысль о самоубийстве. А сон, всего лишь иллюзия, сообщил ему новую, великую, обновленную, сильную жизнь. Не стану рассказывать весь сон в подробностях. Я думаю, что каждый должен сам пройти этот небольшой путь вместе с рассказчиком, проследить развитие его мысли. Прочитав это произведение, вы, если и не испытаете духовного перерождения, обновления, то, по крайней мере, почувствуете тихую радость, просветление, почувствуете цельность законов жизни. В своем сне главный герой стреляет себе в грудь и погибает, но разум и чувства его не угасают. И вот неведомое существо переносит его на далекую планету, в точности повторяющую Землю по своим географическим характеристикам. На этом, правда, сходство с нашей планетой и заканчивается. На новой неведомой Земле непорочные и мудрые люди радушно встречают нашего героя, без колебаний даруя ему возможность наслаждаться их обществом, лишенным зависти, ревности, лицемерия и лжи. Наверное, именно так жили люди до грехопадения. Смешной человек многому учится, удивляясь простоте и гармонии их бытия, но в конце концов он, возможно, сам того не желая, каким-то образом развратил их всех. От смешного человека обитатели новой планеты научились сначала кокетству, невинной лжи, которые постепенно привели их к первой крови и вражде. И вот Достоевский описывает, как люди эти, бывшие столь духовно и телесно непорочными, за короткий срок разделяются, устраивают государство, идут друг на друга войной, вдумывают в себе науку для поиска истины, хотя еще совсем недавно они не только знали истину, но и жили по ней. Появляются различные религиозные течения, последователи которых молятся о праведной жизни, но не живут ей. Видя все это, смешной человек очень тосковал и хотел умереть, лишь бы не быть этому свидетелем. И вот в этот тяжелый для главного героя момент
Он и просыпается, обнаруживает себя в своей комнате, и рядом с ним револьвер. Но он уже и не думает о самоубийстве, эта мысль пропала. Напротив, ему очень хочется жить и рассказывать людям о своем сне, а, пытаться донести до людей, что как только все начнут жить по такому принципу «люби всех как себя», то тут же и устроится мир на всей земле. Вот эту-то простую и древнюю истину главный герой решает сделать смыслом своей жизни, доносить ее всем и каждому, и уже при этом не боясь показаться смешным человеком. Решительно всем рекомендую прочитать рассказ «Сон смешного человека». Это, мне кажется, один из тех редких случаев, когда книга оказывает практическое влияние на вашу жизнь, является руководством к действию, побуждает вас что-то изменить в своем повседневном графике. Еще одной причиной, по которой я всем рекомендую прочитать «Сон смешного человека», это, во-первых, его скромный объем, всего лишь 18 страниц, и, во-вторых, невероятная емкость текста, который воплощает в себе все идеи творчества Достоевского. Повторюсь, если вы сомневаетесь, стоит ли вам браться за масштабные труды Достоевского, то читайте «Сон смешного человека», вы сразу поймете, нравится ли вам стиль его писания, его мировоззрение. Если вам понравится, то тогда читайте смело большие произведения. «Сон смешного человека» был опубликован в сборнике трудов Достоевского под названием «Дневник писателя». Там различные публицистические статьи, заметки Достоевского о разных сторонах жизни повседневной. И вот, среди прочего, во втором томе опубликован «Сон смешного человека». У меня есть два тома, вам нужен второй. Вот, собственно, смотрите, вот объем того произведения, о котором я сегодня рассказывал. Очень небольшой, очень легко читается, очень емкий текст.